евро-трешки мы превратили эту квартиру в пятикомнатную квартиру. Я подсмотрела где-то такую фишку, как Заходишь тут, а выходишь. А выходим здесь. Здесь специальные корзины для белья. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Привет, In My Room. Заходите. Привет. Добро пожаловать. Добрый день, меня зовут Ольга, я хозяйка этой замечательной квартиры. У меня семья, 2 детей, муж. Я сама проектный менеджер, управление проектами. И квартиру, когда мы начали делать, я рассматривала как мой личный проект. Меня зовут Елена Никитина, я дизайнер интерьеров, с опытом работы уже более 15 лет в этой сфере. И мы покажем вам эту квартиру, которую спроектировали со Светланой Юрковой для Оли и ее семьи. В этом выпуске мы вам расскажем, как на 92 квадратах из евро-трешки мы превратили эту квартиру в пятикомнатную квартиру. А еще у меня были запросы, которые девушки все реализовали. Это сделать 2 отдельные спальни для детей, причем пожертвовав, даже я готова была пожертвовать гостиной, сделать кабинет мужу, мне зону постирочную и много-много-много хранения. И девчонкам все удалось. Мы находимся в ЖК Грин Парк. Это район Останкино, между Ботаническим садом и Выхино. Мы находимся в удивительной зоне, где вокруг нас огромное количество парков, и можно будет потом увидеть из окна Ботанический сад, ВДНХ, Останкинскую башню и даже Сити. Квартиры изначально мы купили с пустой планировкой, без планировки, 92,5 квадратных метра. И задача была сделать то, что мне было приятно, хорошо, уютно находиться в ней. И не только мне, но и моей семье. Оля выбрала нашу команду Unique Design Team, была я как дизайнер и Светлана Юркова, как я говорила ранее. И что немаловажно, Оля и ее семья принимали большое участие, очень кропотливо подходили к деталям, задавали нам кучу каверзных вопросов, и у нас проектная часть заняла большой период времени. Мы даже ругались. Я уже называю это спорами, но чтобы был достигнут тот результат, который хотела семья. И только после того, как Оля сказала, да, добро, приступаем, мы начали реализовывать. Задачи перед нами стояли следующие. Использовать цвет. Квартира очень цветная, и она получилась такая деликатная, переходящая из одного цвета в другой. Функционал, как мы говорили, его очень много, он очень насыщенный, очень сложно было решить все задачи поставленные, но тоже мы с этим справились. И привнести дизайнерские элементы. Здесь по квартире мы вам покажем тоже наши наработки, разработки с разными дизайнерами. Олины предложения тоже здесь мы все подключали, чтобы целостная картина была и интересная, чтобы семье, которая здесь живет, было интересно жить долгие годы, не на один год дизайн. Самое интересное, мы переехали в 2020 году сюда, до сих пор интерьер не наскучил. И вот у меня нет желания переделывать вообще что-либо здесь. С Леной и Светой мы начали работать с того момента, как они мне прислали картинки разных интерьеров, я должна была выбрать, что мне нравится. И с точки зрения дизайна и стилистики я точно поняла, что мне не подходит барокко, мне не подходит классицизм, мне не подходит лофт. И в любом случае у нас получился размытый, наверное, дизайн. Стилистики, да, размытый, но при этом очень гармоничный. Я бы сказала, что у нас современный интерьер. Вдохновлялись мы семьей и привычками. Люди очень много путешествуют, и поэтому и закаты, и рассветы, и пейзажи разнообразные мы включили в интерьер. Поэтому он такой и получился. И опять-таки мне нравятся прямые линии. Я не люблю вензелечки. И мне кажется, тут мы не встретим нигде вензелечек. У нас в этой квартире получилась прихожая, гостевой санузел, кухня-гостиная, детская для девочки, детская для мальчика, кабинет и спальня. А еще у нас есть большая ванная. Мы находимся в кухне-гостиной, и изначально планировка так и предполагала, что здесь будет кухня-гостиная. Для меня, как для дизайнера, это самое сложное — совместить в маленьком помещении, небольшом,
много Где-то 23 квадрата у нас получилось, да, плюс-минус, помещение. да. Функционал как рабочая зона кухни, место для еды, столовая, диванная группа, просмотр телевизора, общение всей семьи, гости. Вот и для 20 квадратов это очень многофункциональная нагрузка получается. Но как бы вот и мы с Олей общались и поняли, что здесь комфортно находиться. Там 4 человека, когда вместе собираются, здесь нет такой вот тесноты, потому что все разложено по функциональным зонам. А когда мы делали дизайн-проект, я попросила Лену и Свету сделать так, чтобы эта зона была максимально комфортной и уютна для нас всех четверых. Мы любим кушать, я люблю готовить. У нас всегда семейные завтраки, ужины, обеды, к сожалению, не всей семьей получается, на выходные тоже. И у нас это то место, где мы сделали практически единственный телевизор в квартире здесь. Соответственно, мы тут просматриваем и фильмы, и музыку слушаем, и видео смотрим. И поэтому девочкам было достаточно сложно из этой зоны сделать то, чтобы было две зональные части. И не перегрузить пространство, да. Плюс мне важно, так как это комната, в которой проводишь практически большую часть времени, чтобы тут было комфортно мне лично находиться. Отделочным материалом мы здесь используем на полу инженерную доску. Когда помещение общее, где у нас гостиная и кухня, я не использую никогда, нет у меня деления на разные материалы. Я всегда делаю единым. Это создает как раз вот эту цельность и общность пространства. Когда я, кстати, первый раз увидела дизайн и предложение, что не надо зону кухни выделять с плиткой, у меня было очень много вопросов. Сопротивление, но пол хороший. Сопротивление было, но так как мне девушки объяснили, что пол хороший, пол качественный, соответственно, не переживай, у тебя в зоне кухни будет все хорошо, ты будешь чисто мыть их тоже аккуратно. И за 4 года я ни разу не пожалела, что я не выделила зону кухни плиткой. Но здесь и не нужно было это делать, потому что, опять же, пространство единое, здесь нет смысла в этом выделении. Инженерная доска классная, хорошая, здесь нету ни сколов, и мне кажется, при такой интенсивности, как вы используете гостиную, здесь вот прям идеальное состояние. На стенах у нас обои, мы долго думали, какой материал использовать. И нам хотелось со Светой сделать вот эту вот растяжку от цвета холодного к цвету теплому, там, от бирюзы к персику. И нам это дало возможность принт на обоях. Оля нашла компанию, которая нам это все сделала. Так как я обладаю техническим образованием изначально, я подхожу ко всему с инженерной точки зрения, и поэтому мы нашли типографию, которая изначально нам подготовила принт, сделала растяжку, которую мы проверяли, подгоняли к кухне, к полу, к стенам, ко всему. И после этого мы просто напечатали в типографии обои на рулонах, которые мы купили в строительном магазине. Кухня у нас двухцветная. Верхние фасады персикового цвета, это эмаль, и нижние фасады бежевые, под цвет интерьера. И обрамляет материалом столешницы, супер материал гель-коут, и он везде закрывает торцы кухни, что как бы безопасно для использования в дальнейшем, ничего не оббивается. Вот это для меня столешница, в принципе, что искусственный камень, что кварц. Как бы разницы я большой не вижу. Но я предпочла выбрать гель-коут, потому что он не впитывает в себя жидкости. Например, можно разлить вино на него, вытереть, и у тебя не останется пятен на нем вообще. И раковина сделана из него. И да, и мы сделали сразу встроенную раковину, причем даже 2 раковины здесь у нас. Одна для просто мытья посуды, а вторая у меня для измельчителя. Гель-коут, кстати говоря, по цене дешевле, чем кварц или искусственный камень. Так как гостиная у нас вся сделана с оттенками персика, то на фартук мы выбрали плитку ручной работы с рисунком, который сделали специально для нас, и вот в тех оттенках, которые мы подбирали для всего интерьера. Мы заказывали образцы, нам давали вот прям по цвету, чтобы подобрать этот цвет к нашей кухне, к фасадам. И, получается, прям привозили 3-4 плитки, и мы выбирали, какая плитка конкретно подходит к нашему фасаду, чтобы у нас все смотрелось гармонично и взаимосвязь была между всем интерьером. Растяжкой, фасадом, плиткой. Опять-таки, с точки зрения наполнения, тут была поставлена задача вместить почти что невпихуемое. У нас здесь холодильник.
он без зоны заморозки, просто холодильник, потому что встроенные холодильники почему-то меньше, чем обычные. Из интересного, он поднят над землей без камеры заморозки. У нас есть тут выдвижной ящик, в котором хранятся разные овощи. И он поднят с пола, что мне было тоже принципиально удобно. Мало кто из кухонных гарнитуров вообще хотела соглашаться поднимать холодильник с пола. Над ним тоже зона хранения, разные формочки для праздников и еще что-то. В общем, всяких, как всегда, бардак и хлам. А дальше у нас тут как раз морозильная камера встроенная, плита и духовка, микроволновка. Одно из требований к девушкам, мы долго спорили, это чтобы у меня микроволновка должна была стоять низко. Это обусловлено тем, что есть дети, которые постоянно суют еду в микроволновку. Поэтому микроволновку мы расположили на столешнице. Отказались от второго ящика здесь, потому что он визуально утяжелял кухню, а мне хотелось воздуха. Из того, что встроено, есть еще посудомоечная машина и измельчитель. Да, над ней у нас стоят стеклянная посуда, чашки. Тут у нас встроена вытяжка и любой другой, не мусор, а то, что мы редко используемся. Здесь у нас то, что я использую часто достаточно, миски. Тут у нас сушка и вещи, которые мы редко используем. Здесь зона хранения для всяких специй, орехов, муки. Из интересного я подсмотрела где-то такую фишку, как вешать полочки для хранения специй на дверцу шкафчика. И это, во-первых, экономия площади, во-вторых, очень удобно. Ты видишь всегда, где какие у тебя специи. Так как это, в принципе, тяжелая вещь, да, мы предусмотрели дополнительные 3 петли, повесили, чтобы дверца держалась и не провисала. А внутренние полки мы уменьшили их глубину, и, соответственно, у меня помещается, например, полностью коробки в один ряд. В прошлой кухне у меня это была большая проблема, потому что когда у тебя глубина ящиков такая полная, тебе прям хочется ее заполнить до конца, и ты то, что стоит сзади, не можешь достать или не используешь всегда. Что снизу? Здесь изначально, я могу сказать, когда мы делали дизайн, мы немножко поняли, изначально это был вообще вот ящик, который хранились, да, просто вот как тут складывающиеся, да, это не очень удобно для низа, поэтому мы сделали выдвижные. Тут у нас хранится чай, кофе. Здесь у меня двойной уровень, этот верхний скрытый для приборов. Тут для всяких штук, которые всегда полезны, их много для пакетов, для салфеток, для бумаг. А внизу у меня хранятся крышки и миксер. Здесь хранение стандартная мусорная корзина. Тут я сделала выдвижные ящики. И у меня хранятся то, что чаще всего нужно для готовки. Это кастрюли и сковородки. А тут все, что нужно спрятать. Стол у нас сделан на заказ, потому что обязательно должен стол раскладываться. Он должен быть небольшой по формату для обычной жизни, на 4 человек, и он раскладывается до большого формата, когда может сесть 12 человек вокруг него. По сценариям освещения в зоне кухни у нас есть светильники над рабочей поверхностью. Обязательно подсвечивается сама рабочая поверхность, чтобы было удобно готовить и нарезать что-то необходимое. У нас выделена зона вертикалью над столом, люстрой. И мы добавили в пространстве декоративный свет, как в том углу, светильники над столиком для создания уютного настроения. И выделены светильники для чтения над диваном. Можно выключить весь свет и включить себе зонированно только вот эти точки. В зоне гостиной у нас такой большой диван бирюзового цвета. И у нас практически вся квартира, это все сделано под заказ. Кухня, диван, винный шкаф.
Фишка этого дивана в том, что здесь он раскладывается, он должен был быть в форме под угол пространства сделан. Здесь у нас есть хранение, и он должен быть не сильно большой и не сильно маленький, потому что мы должны были четвером садиться, мы причем выкладывали картонки, садились здесь четвером, когда проектировали этот диван. И вот этот хвостик тоже вымеряли, чтобы было. Он как бы не перегружал пространство, но при этом как бы можно было на нем удобно разместиться при просмотре кино. Над диваном у нас картина, которую писали специально для этого пространства, для этой семьи, художница Лилия Кавган. И мы ей задали вот как бы лейтмотив, что у нас путешествие, вот такая цветовая гамма интерьера, и она нам нарисовала 4 маленькие фигурки, которые путешествуют. И мне кажется, это так мило и так прекрасно. Каждый раз это меня очень радует, что вот прям картина про семью, про ее образ жизни. Но когда, опять-таки, Лили писала, у нас очень сложные цвета в этой гостиной, и получается, она нам присылала даже образцы, разные цветопередачи, чтобы мы предложили в комнату и выбрали тот образец, который нам нужен и который нам гармонично сюда подходит. Да, чтобы он завязался и с обоями. Ну, как бы, понятное дело, так картина не выбирает, но принципиально важно, чтобы это было, как бы, вот, она вписалась сюда. И вот это наверное, произошло идеально. Да, это мое любимое место здесь, в квартире. Но перед тем, как мы пришли вообще к такому решению, мы очень много посмотрели других картин, которые прикладывали и так, и это, и все что-то не вписывалось. Вот было ощущение, что не то. Но, наверное, я ждала как раз то, чтобы было. Да, смысл в том, что вот как обои, как кухню, все нужно было вот именно подобрать под интерьер, поэтому как бы другого выбора не было, кроме как заказать, делать все на заказ. То же самая история с баром, потому что изначально он был в проекте, но Оля сказала, что мы его не будем заказывать, наверное, до самого финала, потому что он очень дорогой, потому что это все кропотливая ручная работа, все сделано специально под заказ, под наши размеры, по дизайну, специальному продуманному. Вот. И это последний элемент, который появился вообще в квартире. Но я считаю, что это идеально, потому что вот этот вот угол неправильной формы, он решает, и у нас нет ощущения как бы провальности пространства. Ну и функциональная вещь, тут вообще, как видите, очень много всего туда помещается. Помещение кухни-гостиной у нас одно окно. Мы его декорировали просто прозрачной тюлью, потому что не хотелось нам никаких-то глухих занавесок сюда вешать, и очень хотелось, чтобы просто можно было загородиться при необходимости, но при этом свет проникал. И цветовую гамму мы тоже выбирали, исходя вот из всей общей концепции. Это вот этой вот такой дымки предрассветной, закатный. Что еще? Везде, по всей квартире у нас есть деревянные откосы по окнам. Мне важно, чтобы окна были тоже решены, чтобы их не бросать, вот как есть штукатурки, а какое-то дизайнерское решение было придумано. И здесь сделано деревом, чтобы окна низкие, на них можно сидеть, и тепло, и при этом все это выглядит уютно, что как бы требование клиентов было. В зоне гостиной, напротив дивана, конечно же, ее располагается телевизор. Здесь специально сделана тумбочка, чтобы скрывать все гаджеты, которые нужны мальчикам, может быть, и девочкам, я не знаю, все игровые приставки. Здесь соединено все это в стене, не видно ни одного провода, через кабель-канал, через интернет-розетки. Вот. И вот эта вот вместительная тумба, она все это скрывает. В принципе, когда гости приходят, все можно туда убрать, и чисто, и аккуратно. Телевизор большой, вот, он, мне кажется, это удобно, потому что ты, когда готовишь, можешь смотреть, когда принимать пищу, и за диваном, естественно, просмотр телевизора. На кухне-гостиной я хотела бы отметить зону вот этой ниши, которую мы тоже вместе с нашими дизайнерами придумали. Она была обусловлена тем, что нам нужно было гармонично связать кухню-гостиную вместе с детской комнатой. И там, когда вы туда придете, вы увидите, что там есть выступ специально для кровати. Чтобы правильно распределить ее в пространстве комнаты, нам нужно было как-то придумать и обыграть вот эту зону, потому что тут есть несущая стена, несущий пилон, наверное, или как он называется, который мы никуда двигать не можем. И в результате у нас получилось, что вот эта зона
получилось, ну, нам нужно было либо ее закрывать, либо ее использовать. И поэтому мы решили, что мы тут сделаем такую полочку для всяких ништячков, вещей, которые мы привезем из наших поездок. Вот, например, коралл, который мы привезли с Карибских островов. Или, например, вот этот камень мы привезли из Монголии. И он отлично сюда вписался, и мы можем про него рассказывать, когда к нам приходят гости. У In My Room есть свой телеграм-канал, где можно найти интересные идеи про интерьеры. Также есть скидки от партнеров и анонсы новых видео. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Находимся в прихожей, и я считаю, что она решена максимально функционально, потому что здесь очень много хранения, которое мы добились не только вот одним шкафом здесь, но еще плюс за счет того, что уменьшили чуть-чуть комнаты, у нас есть 2 просторных шкафа слева и справа от входа в детскую комнату. Основная задача у нас была, как я помню, чтобы у нас было помещение с одной стороны функциональное со шкафами, с другой стороны, чтобы все двери были скрытые. Мне кажется, это у нас удалось, и если сначала смотреть, то вообще никто даже не замечает, ой, простите, свет выключился, что тут есть дверь. И вот, смотрите, это дверь в детскую комнату, но про нее мы расскажем позже. В прихожей, что мне здесь очень нравится, здесь вот зона решена целиком в плитке, что очень практично, потому что нету испачканных стен, покоцанных стен. Здесь при входе есть банкетка, где можно сесть, переодеть обувь, крючки для детей пониже и для взрослых, для верхней одежды такой повседневной. Есть очень удобное откатное зеркало. И здесь решена каждая секция под нужды хозяев. Там обувь, тапочки, сумки, варежки, перчатки, сумки спортивные. Все максимально продумано и распределено. Есть антресоль сверху, она нажимная, без ручек. И есть еще откатная створка здесь, тоже продолжение шкафа, тоже для многочисленных вещей. Полочки, ящички, в общем, видите, что все размещено, все умещается и не валяется нигде по прихожей. Есть снизу открытое место, пространство для обуви, тоже, которое повседневно носится, и слева, и справа можно поставить. И еще Оля просила сделать еще одну банкетку, но она такая у нас на заказ сделана, она прям при входе очень красивая, очень функциональная, широкая, потому что здесь все дети и взрослые могут усесться. Материалы, как я говорила, керамогранит, специально нарезанный под нас в определенном рисунке. Фасады шкафа — это кромка, зеркало, эмаль крашеная, наш цвет, который и двери также есть определенная рамка. И фасад шкафа и ниши — это шпон Анегри. Он такой необычный, такой 3D, получается эффект. Это то, что нам нужно было необходимо в интерьере. Цвет есть, фактура есть, но она не навязчивая. Так, из прихожей мы идем в зону коридора, который соединяет наши все комнаты. Если смотреть напротив нашего шкафа для регулярного пользования, у нас есть шкафы для хранения. Вот один шкаф, и вот второй шкаф. Если посмотреть, то мы тоже тут продумали все очень хорошо. Тут у нас вешалки сделаны, правая зона для девочек, так как у меня мальчик-девочка в семье, то у нас 4 человека, соответственно, верхняя часть моя, нижняя дочкина, а с левой стороны вещи мужа и вещи сына. И второй шкаф мы используем для обуви и для более длинных вещей. Кстати, тут можно даже увидеть части, которые мы используем для расширения нашего стола. В этом пространстве у нас освещается с помощью 2 треков. Трек в прихожей включается отдельно, и трек в зоне коридора, он идет, продлевается туда в проход в спальню. Рядом с прихожей и с кухней у нас есть небольшой санузел гостевой. Здесь мы видим дверь Invisible. Нам специально красили эту кромку, бордовый цвет. Нам хотелось так, чтобы был какой-то эксклюзив специально для нас. Двери — это шпон дуба тонированный. Вот все двери у нас сделаны в таком виде, вот, кроме той детской, которая встроена в шкаф, вот мы показывали вам. Санузел небольшой, но очень функциональный, опять же, потому что здесь есть шкафчик над зеркалом, есть хранение над санузлом и технический шкаф. Здесь есть бойлер,
счетчики, датчики, в общем, все это скрыто в этом шкафу. И что самое интересное, у нас за унитазом панели ЛДСП. Это не плитка, не покраска, не вообще не какой-то материал. ЛДСП, и смотрите, это ведет себя прилично уже сколько лет. Здесь нет ни подтеков, ни каких-то вздутий, потому что вот клиенты все время спрашивают. И здесь гигиенический душ тоже находится. И все это в прекрасном состоянии, что вот как бы мне важно было как дизайнеру, что это не испортилось. И вот Ольга согласилась на это решение, и мне кажется, очень даже ничего. Плитка тоже сделана под заказ. Для нас ручная работа, все как бы тоже в цветовой гамме завязано со всей квартиры. Вот этот цвет, он переходит из одной комнаты в другую, и вы можете это проследить. И цвет краски, вот этот, который здесь покрашен, во-первых, это влагостойкая краска, а во-вторых, она точно подобрана к цвету плитки. Вот тоже сделали несколько выкрасов, чтобы прям вот не было расхождения. И стыкуем мы всегда материалы через силикон. Вот тоненький вы, если посмотрите, очень тонко, очень аккуратно сделано. И это делается под центром полотна двери, чтобы ни со стороны коридора, ни со стороны санузла не было видно другого материала. Конечно, я люблю все помещения в этой квартире, но ванная — это просто, конечно, мое самое любимое помещение. А здесь ванная с окном. Это редко, но очень классно. Вот вообще просто кайф. Умываться при дневном свете. Что здесь необычного? Здесь мы с Олей, со Светой добивались вот этой плитки. Вы видите? Рисунок. Это горы. Горы, море и солнышко есть. Это из керамогранита. Недорогой керамогранит мы выбрали, но нам специально резали под наш рисунок. И цвет мы подбирали, вот он не кричащий, не яркий, он очень такой приятный, гармоничный, цвета все собраны здесь, чтобы вот этот пейзаж создать. Это просто, конечно, потрясающе и очень классно, ну, классная идея, классно вот расширяет пространство. Это необычно вот эти квадратики, к которым мы привыкли. Что здесь еще? Опять же, системы хранения большие. Зеркала немножко повернуты под углом. Ну, мне кажется, это удобно, когда ты красишься, когда там умываешься. Здесь очень много всяких полочек, шкафчиков, всего-всего, чтобы можно было хранить. Здесь есть подсветка, сделана под шкафом зеркальным, что и приятно, и добавляет нам освещение. Здесь тоже под раковиной большие ящики с хранением, с выдвижным механизмом. В общем, много всего. Смеситель на столешнице, и здесь тоже используем тот же материал, что и в кухне, гель-коат на столешнице. Как Оля сказала, очень практично, удобно убирать и не оставлять никаких пятен. Ну, по наполнению гигиенический душ, подвесной унитаз, инсталляция спрятана, полотенцесушитель. Ванны, как и во всех помещениях, у нас потолок из гипсокартона, крашеный в белый цвет. Здесь у нас располагается технический лючок для системы кондиционирования. И из особенностей у нас вот встроенные светильники, они безрамочные, что вот дает такой вот минималистичный вид потолка. Мы с вами переходим в детскую комнату сына. Его зовут Егор, ему 11 лет. И когда мы проектировали эту комнату, ему было 7 лет на тот момент, но дизайн до сих пор актуален. В этой комнате есть один секрет. Досмотрите до конца и узнаете, в чем фишка этого помещения. Здесь основной объект — это кровать, второй этаж, который спальное место. И здесь, что удивительно, в этой квартире везде есть хранение. Каждая ступенька — это небольшой ящичек, где ребенок может складывать свои вещи. Лего, бесконечные коллекции Лего можно туда переместить, когда захочется. Кровать сделана из фанеры. Здесь стеллаж, он выкрашен по выбранному нами цвету, это эмаль. И здесь, помимо того, что вот в этой части есть большое место для, опять же, хранения коллекций, вот в этой части у нас есть потайное место, потайной шкафчик, который выдвигается, и там еще можно спрятать какие-то вещи, которые редко пользуетесь. Здесь у ребенка все сделано безопасно, здесь ограждающие конструкции, ребенок может спокойно туда залезть и спрятаться в своей норке. Выделено специально это желтым цветом, таким позитивным. В детских у нас выведены решетки под приточную вытяжную вентиляцию, чтобы чистый воздух, свежий всегда попадал, и чтобы здесь была хорошая циркуляция воздуха. Мне эта комната нравится тем, что здесь два больших окна с хорошими видами.
И вот этот стол, вот так мы проектировали уже давно достаточно, а сейчас решили перезаказать стол побольше, потому что у ребенка появился компьютер, больше домашних уроков, и вот сейчас, на данный момент, вот он уже в процессе проектирования и заказа, стол побольше для уже такого более взрослого ребенка. Здесь видите окна, как и в гостиной, они отделаны деревом. Это вот, как сказать, лейтмотив общей идеи по всей квартире. В квартире у нас использованы разные работы художников. В гостиной у нас была картина, и в детских мы подобрали таких вот смешных обезьянок художницы Федоры Акимовой. Вот мне нравится, что это круг, и очень прям по настроению очень подходит для детских. Здесь открытый большой стеллаж, книжки, коллекции, машинки, лего, все можно хранить. Тоже есть хранение скрытое, как всегда, можно туда все, что не хочешь видеть, можно запрятать. Фасады тоже фанера с нанесенным рисунком эмали. Такие рисунки смешные запроектировали по шкафам в этой детской комнате. Здесь спортивный уголок, потому что мальчику важно, вообще ребенку заниматься и висеть, и болтаться, и играть разнообразно. Люстру тоже выбрали цветную, чтобы поддержать всю цветовую гамму этой комнаты. Шкаф у нас делится на две части. Здесь встроенный стеллаж с закрытыми и открытыми частями, а здесь шкаф, который под вещи, под личные вещи и под вешалки. Тоже все нажимные фасады. Здесь можно увидеть хранение. И секретное место этой комнаты – это потайной проход в другую комнату. Заходишь тут, а выходишь. А выходим здесь. А мы оказываемся в детской комнате. Второй – это комната моей дочери. Моей дочери сейчас 7 лет, она первоклассница. И с момента уже первоначальной задумки она даже немножко видоизменилась. Мы видим эти изменения. Вот, например, изначально был вот такой столик детский, а сейчас у нее теперь настоящий школьный стол и школьный стул. Когда мы придумывали дизайн этой комнаты, мы исходили из того, что... То есть изначальная зацепка была это наши обои. Обои – это такой лес, тропики, не тропики, тут есть и елочки, и пальмы. За диваном прячутся животные, есть маленький секрет. И уже цвет комнаты у нас вырисовывался, или, как сказать, исходил, из обоев. То есть обои нам задали основной тон комнаты. И получилась она у нас такой оливково-салатово-зеленого цвета, наверное, ближе к оливковому все-таки. Данный диван мы сделали на заказ специально с детским ортопедическим матрасом. Он не раскладывается. У него съемный матрас и 2 выдвижных ящика, где можно хранить всякие ништячки, а в частности и детскую постель. Так как у нас девочка, у нас большой шкаф для ее хранения, ее одежды. Открываем дверь, и тут у нас много-много-много места, где можно хранить ее одежду. Когда мы переехали сюда, всегда очень тяжело разбирать коробки. И непонятно, каким образом использовать, хотя шкафы и продуманы были, но какие вещи, как положить, куда, это прям очень тяжело, особенно когда ты не имеешь такого опыта. Я обратилась специально к организатору пространства, которая мне посоветовала, каким образом правильно разместить вещи. Вы видите, на ящиках наклеены наклеечки, и ребенку очень легко понимать, где что лежит. Мы видим, что тут, например, есть купальник, тут носочки и колготочки. Открываем, смотрим, так и есть. Купальник, носочки, каждый свой носочек в ячейке, и отдел для колготочек. И все ящики сделаны по такому же принципу. Здесь у нас вешалки, верхняя часть это более для торжественной одежды, либо повседневной, нижняя у нее школьная одежда висит. И огромное количество полок, которые мы используем для коробок. К сожалению, как всегда, вещей больше, чем хотелось бы, иногда не хватает времени убираться, поэтому есть небольшой бардак. Но в целом та зона, которая ребенковская, она очень удобно распланирована, и она сама знает, где, чего ей брать и куда, самое главное, складывать. Мы также воспользовались помощью организатора пространства и для ее игрушек. Вот кажется... Да, вот эта зона у нее для игр,
И у нас внизу под подоконником тоже ящики для хранения. Если посмотреть, каждый ящик открывается, и тут лежат ее игрушки. А также под ящиками, сзади ящиков у нас спрятан радиатор, и для этого были выведены специальные вот решетки на подоконнике. Изначально, когда мы делали дизайн, эта зона планировалась, что будет зона с подушками, где можно сесть, посидеть с книжкой, почитать. Но жизнь расставляет все на свои места, и когда ребенок приехал, она взяла, поставила туда игрушки. И оказалось так удобно. Это именно та зона, где она может выстроить свой домик, построить свой сказочный мир и играть с игрушками. Поставив сюда стульчик, сесть на пол, сесть в кресло. И оно, с одной стороны, она может тут оставлять их всегда, и получается, комнате самой это не вредит и даже интересно смотрится. В этой комнате мы запланировали 4 разных типа освещений, 2 потолочных, причем они все независимые, то есть 2 светильника круглых по краям, в центре люстра, которую связывает с нашим лесом в виде жирафиков, и дальше предкроватные светильники и светильник. Можно сказать, что эти 2, они тоже взаимосвязаны, они одинаковые, над столом, и та зона планировалась как зона для чтения. Долго думали, где нам разместить постирочную зону, а так как ванную не хотелось уменьшать, санузел тоже небольшой, поэтому решение было сделано следующим образом: вставить постирочную в шкафы в коридоре. И вот это не стена, это все зона хранения, включая мою желаемую постирочную. С этой стороны у нас есть и стиральная машина, и сушилка. Здесь специальные корзины для белья, причем, как видите, они большие, и туда помещаются абсолютно все вещи семьи 4 человек. И тут огромное количество разных полочек, ящичков, где я храню белье. И здесь большое количество коробок. Шкафы глубиной 60 сантиметров стандартная, но вот тут опять вру, наверное, чуть побольше, потому что иначе бы не вместилась стиральная машина. Она, считайте, в размер стиральной машины плюс запас. Плюс еще очень интересно, тут у меня есть зона, где мне размещаются всякие хозяйственные вещи. Всегда проблема, куда убрать пылесос, куда убрать лестницу, куда убрать гладильную доску. И мы решили это вот именно в шкафу сделать такое хранение для таких очень нужных, но не очень красивых вещей. Здесь у нас тоже зона, которую мы немножко видоизменили ванную комнату и вынесли, сделали ванную стенку прямую, а тут использовали зону для хранения и размещения водонагревателя. Все знаем, что летом у нас бывает отключение воды, и мы все-таки решили, что мы хотим водонагреватель, и поставили его вот так отдельно в шкаф. Заодно оставшуюся зону используем тоже для хранения и сверху, и, соответственно, снизу. Как я говорила в начале, одно из требований для квартиры нашей был кабинет мужа. И вот эта комната, где у нас сейчас находится кабинет и спальня, это была одна большая комната с 3 окнами. С девочками-дизайнерами поговорили и решили, что самое оптимальное место расположить кабинет и сделать из этого пространства 2 комнаты. Первая – это кабинет мужа и спальня, в которой вполне вмещаются порядка 10 квадратов. Для спальни идеальное количество. И вот смотрите, какой у нас кабинет мужа получился. Тут размещено абсолютно все, что ему нужно. Большой стол, где он поместил свой компьютер, полочки над столом. Вот эта зона предусматривалась мне, если что, можно присесть, тоже в окно смотреть и работать на компьютере или ноутбуке даже. И большой стеллаж для хранения всего, чего только нужно в кабинете. Эту мебель, как и в принципе всю мебель в нашей квартире, мы делали на заказ. Столешница – это массив дуба, стоит на железных ножках. Полки тоже массив дуба, и дальше по кругу столешница вся дубовая.
Шкафы, стеллажи сделаны в стиле лофта, хотя я говорила, что не люблю лофт, но сюда он вписался идеально. Это дерево и металлическое основание. Из фишек нашей кабинета это наш потолок. Он выглядит как треснутый. Так как, по идее, нам нужно было немножко понижать потолок здесь, мы решили, что мы таким образом обыграем пространство и сделаем встроенные светильники с трещинами. Так как получается помещение, коридор очень длинный, мы думали, каким образом его обыграть, чтобы было интересное пространство и не скучное. Первое интересное решение было это по всему коридору, включая комнату, спальню, дальше вы увидите, сделать молдинги. Это дается динамичное пространство. И одно из решений было повесить сюда картину «Окно напротив окна». Это дает ощущение расширения пространства. И мы ездили специально к художнику, выбирали картины. Это Валерий Песин. У меня картина его вот эта висит. И в спальне вы тоже увидите вторую его картину. И пройдемте со мной в спальню. Здесь, как вы видите, продолжение ритмики молдингов. Оно и на этой стене, и на противоположной стене. Также мы решили обыграть две полосы обоями. Это обои, которые тоже были нарисованы специально для этой комнаты. Тоже она задает свою ритмику. И когда я увидела вот эту картину у Валерия, мне показалось, что она будет идеальной для этой спальни по цветовой гамме и по общему настрою. Соответственно, картина оказалась на своем месте. Итак, кровать у нас 2 метра на 160. Кровать изголовья сделана, обшита шпоном птичий глаз. Оно опять-таки дает изюминку всему интерьеру. С двух сторон кровати мы видим стоят тумбочки, которые опять-таки и снова были сделаны на заказ. Они формы с одной стороны круглые, но шестиугольники, на котором лежат круглые подстолья. Кстати, подстолья опять сделаны из гель-коута. Вот такой он многообразный, где его можно использовать. У нас практически в каждой комнате есть какие-то небольшие секреты, и эта комната не исключение. Здесь сделано трюмо, оно подвешено, и если вы видите, окантовка цветом связана со всеми нашими дверьми и прикроватными тумбочками. Но самый большой секрет этой комнаты – это вот это зеркало. Мы изначально хотели, чтобы спальня это не была спальная комната с телевизором. И поэтому мы повесили зеркало. Но зеркало с секретом. Смотрите. Ждем. И мы видим, что в зеркало встроен телевизор. То есть, когда нам нужно, когда мы хотим, мы можем в нашей спальне посмотреть телевизор. Это было сделано индивидуально, под заказ, под наши размеры и под наши требования. Шкаф мы сделали встроенный, разделенный на две зоны. Если видите стекла, в шкафу стекла вставлены в металлический профиль и стекло рифленое. Плюс закрыто матовой пленкой, чтобы не было эффекта присутствия одежды в комнате. И оно дает такой легкий блер или эффект легкого флера одежды, но не показывает, что есть на самом деле. Тут зона мужа. Здесь наша общая часть и моя зона. В спальне мы сделали 3 зоны освещения. Первые – это 2 прикроватные лампы. Бра, наверное, могу сказать. Одна люстра центральная, которая освещает, дает больший свет в комнате. И еще одна зона есть, которая направлена около трюмо и зеркала. Подписывайтесь на все площадки, где есть In My Room. Там много классных идей для ваших интерьеров. А если вы хотите стать участником рум-тура, то присылайте на вот эту почту ваши готовые интерьеры, их фотографии. Вот и подошло к концу наше путешествие. Спасибо, что вы были с нами, что прошли
по моей квартире. А если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях, мы постараемся на них ответить. До новых встреч! Пока!